Привет, друзья! Лам Чин Ин родился 27 декабря 1952 года в Гонконге. Он был третьим из 7 детей, и у него был всего один старший брат. Перед тем, как покинуть школу, он 2 года учился в начальной школе ассоциации Шунли. И где-то в 1963 году поступил в школу, которую называли школой пекинской оперы, в класс мадам Фан Фафо. Оттуда вышли многие звезды боевого кинематографа, такие как Чан Лунг или Хой Сан. Лам проучился там 5 долгих лет, и именно там зародилась долгая дружба между ним и другими известными выпускниками этой школы. В возрасте 17 лет он начал свою профессиональную карьеру на киностудии Шоу Брос. Худосочное телосложение, которое привело к тому, что, будучи в школе, он играл множество ролей старичков, сослужило ему хорошую службу здесь. Его первым фильмом стала картина «Большой герой с золотой саблей», где он сыграл молодого монаха, при этом выступив дублером для другого актера. За этот фильм он получил гонорар в 60 гонконгских долларов, 20 из которых уходило его наставнику, а половину остатка Лам тратил на своих братьев. Всего через 2 года он начал заниматься постановкой трюков самостоятельно. Первой его работой стала картина «Китайская связь», где он ставил трюки вместе с другим постановщиком. После этой ленты сам Брюс Ли взял его в свою команду как своего персонального ассистента. На картине «Выход дракона» Брюс в споре с Реймондом Чоу настоял на том, чтобы тот привез Лам Чин Инга из Кореи, чтобы тот работал в качестве постановщика трюков. После этого случая Лам участвовал во всех лентах Брюса, кроме «Возвращения дракона». Также он играл второстепенную роль в «Большом боссе». Также Лам оставался близким другом Сэма Хунга, достаточно близким, что их вместе арестовывали, когда они еще были детьми. Он был в легендарной команде каскадеров и трюкачей Сэма Хунга. В 1981 году был организован фестиваль Гонконгской кинопремии, и Лам вместе с Хунгом, а также Юэнем Бяо и Билли Чаном, получает приз за лучшую постановку боев за картину «Блудный сын». Также эта картина была представлена в номинации как лучший фильм года. В 1985 году его номинируют как лучшего второстепенного актера в «Мистере Вампире», а сам фильм был выдвинут как лучшая лента года. После этого он стал слегка однообразен в своих экранных персонажах, появившись в большом количестве фильмов и 2 телесериалов, исполняя в них роль своего знаменитого охотника за вампирами. Хоть это и привело к определенным трудностям в получении других ролей, его игра всегда оставалась на весьма высоком уровне. Даже в своих худших фильмах Лам всегда на пике своей формы, даже если сам материал или фильм этого не стоили. Параллельно с этим продолжалась его помощь в подготовке в боевых искусствах, которую он оказывал гонконгским актерам, которые не владели восточными единоборствами, но снимались в этом жанре. В 1997 году у знаменитого актера и постановщика нашли рак печени. Тихий и скрытный человек упросил свою семью не придавать этот факт огласке, пытаясь избежать сочувствия окружающих его людей. На некоторое время он исчез из внимания общественности, и его лечили лекарственными травами, но по мере того, как болезнь прогрессировала, он все с большей неохотой подпускал к себе тех, кого любил, не позволяя им видеть себя в таком состоянии. В последние недели жизни Лам не подпускал к себе даже детей, боясь испугать их своим внешним видом. Свои последние дни он провел в госпитале Святой Терезы в Коулуне, где и скончался 8 ноября 1997 года. Несомненно, это большая потеря боевого кинематографа, ведь у актера была восхитительная мимика и истинный талант кунг-фу. Некоторые его фанаты считают, что Лам ушел вслед за Брюсом Ли, который позвал его помогать ему заниматься любимым делом. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.